So it really helps to ask a question, is it possible for someone to feel a certain emotion? Meaning, you want to predict the emotional future. То есть здесь можно задать вопрос вообще, а может ли человек почувствовать ту или иную эмоцию? Yes? A lot of times people will say, I'm going to give my employee some negative feedback, and he should not be surprised. Часто руководитель может сказать, сейчас я очень негативную обратную связь сообщу своему подчиненному, и он не должен этому удивляться, то есть он не должен удивляться этой ситуации. But it's almost always a surprise. Но почти всегда ситуация удивляет. And that's a failure of the ability to understand emotions. И It's именно not the person should not be surprised. You have to ask, could they be surprised? And how do I plan for that? И это пример того, как можно не понимать функционирование эмоций. То есть вместо того, чтобы говорить, что человек не должен чувствовать себя удивленным, вы должны задать себе вопрос, что если он будет чувствовать себя удивленным, может ли? И если он будет чувствовать себя удивленным, что в этом случае буду делать я? And you want to predict how people might react. Вы должны задавать себе вопросы и предсказывать себе то, как человек может отреагировать. The other ability to work on is your ability to label emotions. And on this slide, there are different emotion terms. So you don't want to just say, I'm fine or okay. I'm excited, I'm contented, I'm satisfied, I'm irritated. You want to learn more precise emotion vocabulary. И еще одна важная составляющая часть этой компетенции, этого навыка, это умение ваше называть, давать название тем эмоциям, которые видите. То есть не просто говорить «мне хорошо» или «все в порядке», а говорить «я удивлен», «у меня есть интерес», «презрение». То есть понимать разный спектр эмоций и знать, как они называются. So we're now going to move to the fourth and the most important skill, which is managing emotions. И от понимания, от третьей компетенции, третьего навыка, мы перейдем к самому важному, к четвертому, и это навык управления эмоциями. So emotions can help you think and decide, but they can also get in your way. Безусловно, эмоции могут помогать нам думать, принимать решения, но они также могут и вставать на нашем пути. And being a manager, being a leader is very emotionally demanding. So you have to manage your own emotions and those of others. И от роли руководителя, от роли начальника в этой связи требуется гораздо больше. То есть требуется умение понимать и управлять не только своими эмоциями, но и понимать и управлять эмоциями других людей. And when we do our emotional intelligence workshops, we demonstrate that if you try to always suppress your emotions, it's really not effective. И на семинарах по обучению эмоциональному интеллекту, которые проводит Дэвид, они демонстрируют пример того, что может случиться, когда человек постоянно подавляет эмоции, и это говорит о том, что это приводит к последствиям, это не может пройти бесследно. So we need to first engage in what we call long-term techniques to manage emotion set points. That's on the next slide. Поэтому у нас есть как долгосрочные техники управления эмоциями, где мы ставим то, что мы называем контрольные точки. So these are things that you already know. It doesn't help to know these. You have to do these. Это те вещи, которые мы знаем, что помогают нам в эмоциональном плане. То есть те вещи, которых не нужно себя постоянно давать отчет и говорить себе, их нужно просто делать. Now it is a Sunday. It is a weekend. During the week. How much sleep do people get? I'm curious. On a typical night, how many hours of sleep? Вот сегодня воскресенье, неделя уже завершается. Сколько обычно в среднем каждый из вас спит ночью? Сколько часов сна каждый человек получает? 5, 6, 7. Around this. That's not good. That's too little sleep. Маловато все-таки. How many people eat well? А сколько людей следят за своим питанием и правильно питаются, придерживаются здоровой диеты? Сколько таких? 4 people, 5, 6 people. Not a lot. 20%. Okay. This is one stressed out group then. Да, у нас здесь группа, наверное, которая полна стрессом. So again, you have to do these things because they will reduce. We call it your set point.
То есть все эти вещи, все эти мероприятия, их необходимо придерживаться, им необходимо следовать, они помогают снизить то, что мы называем контрольными точками. What this means is that it takes more stress to make you feel. Sorry, can you repeat your last phrase? You chipped out. Sure. These long-term techniques means that it takes more stress in your life to feel stressed. Эти долгосрочные техники при их соблюдении позволяют нам гораздо больше сопротивляться стрессу в нашей жизни. You can't just know these things, you have to do these things. То есть знание всего этого, того, что нужно много спать, правильно питаться, этого недостаточно. Необходимо по-настоящему следовать этим режимам. But since no one's doing these things in this group, let's move on to other strategies that you can use. Но так как в этой группе такой философии мало кто придерживается, давайте перейдем к другим практикам и приемам, которые также нам позволят в этой области двигаться. And when we teach these skills, we talk about preventative and responsive strategies. И когда мы обучаем навыкам эмоционального интеллекта, мы говорим про превентивные стратегии и про стратегии, которые позволяют нам уже... Preventative strategies. Здесь мы говорим про проактивные, про превентивные стратегии. So, on the preventative side, before a difficult situation, you want to be prepared for what could go wrong. You want to practice it in your head. Для профилактики, если вы знаете, что вам предстоит какая-то непростая ситуация, хорошо перед этим ее прогнать, отработать ее в голове хотя бы раз. Another example is modifying the situation. Еще один пример того, что можно сделать, это ситуацию изменить, What do I mean? For the last several years, I've worked a lot with managers at Google, and they always meet one-on-one with their team. На протяжении нескольких последних лет Дэвид много работает с руководителями компании Google, и у них принято в компании проводить индивидуальные встречи с членами своей команды. And after doing this training, managers switch their one-on-one meetings from Monday, which are crazy days, to Wednesday or Thursday or even Friday. И после того, как они прошли обучение эмоциональному интеллекту, начальники перенесли такие встречи с понедельника, который безумно загруженный день, на вторник или на среду, который уже спокойнее дни. And then there are other strategies here as well. Let's go to the responsive strategies. Responsive is, it's in the minute, you're getting really frustrated or angry or sad, and you need to change that emotion. И помимо этого у нас также есть реактивные стратегии, то есть вы уже чувствуете себя очень грустно, вы уже чувствуете злость. Какие стратегии и приемы можно сделать, чтобы от этого уйти? So these are very easy, physiological techniques. Maybe you take a deep breath before you respond, before you say something. Реактивные стратегии, они очень связаны с физиологией. Можно просто потянуться, вздохнуть, расправиться как-то перед тем, как вы хотите сказать то, что вы собираетесь сказать. You might just stretch very quickly, you might take a short break, you might go for a walk. Можно потянуться, можно пройтись или как-то прерваться, что-то сделать, физическую активность. And then intervening moment. This is to give yourself a little bit of time before you respond. И затем можно также применять то, что мы называем промежуточный момент или интервенцию. Это перед тем, как вы собираетесь что-то сказать или сделать, дать себе какой-то момент времени и подумать о том, что вы собираетесь сделать. A good example of this, you get an email, an angry email, you want to respond. I write the email, I delete the person's name, and then I go back a few minutes later. Every time I change something about that email. Хороший пример такой ситуации будет, когда вы получаете какое-то неприятное письмо, и на него хотите жестко ответить. Что делает Дэвид? Он стирает имя человека, которому отправил это письмо, уходит, и потом возвращается к этому письму через некоторое время, и каждый раз, как он на него смотрит, он что-то в нем уже после этого меняет перед отправкой. Before you send it? So we spend hours and days and even weeks on this kind of training. And what I try to do in about an hour,
is to give you an idea of the kind of training that we can do on emotional intelligence skills. На самом деле обучение таким навыкам может